Итак, друзья, какие необходимо выполнить работы до проведения штукатурки? Первое и основное – это, конечно же, электрика. Предпочитаю делать ее до штукатурки, так как часть проводов возможно вообще монтировать в облежку, без всякого штрабления. Те же провода, которые приходится штробить, мы визуально видим швы, используем как бы подходящие места вкладки, где полегче проштробить и не насиловать инструмент. Также видим и вертикальные, и горизонтальные швы, где поудобнее пробурить сквозные отверстия. В тех местах, где используется штукатурная сетка, для облегчения монтажа подрозетников вырезаем часть сетки, чтобы она потом не мешалась нам. 1000 раз такое было. Начинаешь штробить, сетка эта со всех сторон лезет. Так что предварительно освобождаем эти места от сетки. Стояки отопления желательно тоже заштробить в стену до штукатурных работ, так как штробить приходится много. Если после штукатурки это сделать, есть вероятность, что штукатурка зазвенит. Так будет и меньше работы, и возможно на стояки сверху, если потребуется, смонтировать сеточку. Также и на рабочих объектах, и на своих личных такие коммуникации, как интернет и телевидение, видеонаблюдение и сигнализация, предпочитаю также выполнять до штукатурки, так как после проведения штукатурки эти работы могут попасть в конфликт друг с другом. Металлические конструкции, попадающие под штукатурку, в данном случае оконная перемычка стальная, обрабатываю сначала в 2 слоя грунтом против ржавчины, далее покрываю бетон-контактом и монтирую оцинкованную сетку. Штукатурить буду комнату песчано-цементной смесью, но это место предпочитаю сделать гипсовой, так как цементно-песчаная по-любому на металле зазвенит, будет висеть на одной сетке. Все бетонные изделия, в частности дверные перемычки, также покрываем бетон-контактом. Считаю, что монтаж коммуникаций для системы кондиционирования необходимо провести до штукатурных работ, так как это одна из самых сложнейших систем, не считая систем в мокрых помещениях. Здесь у нас участвует и дренаж, как мы видим, дренаж я здесь делаю в канализацию, и система связи трубками внутреннего и наружного блока, а также подводка электричества участвует. И при прокладке всех этих коммуникаций, если будет сделана штукатурка, возможно зацепить какие-то другие коммуникации. Также присутствует бурение большими диаметрами на улицу. Видим, что здесь я даже снимал часть маяков, чтобы проложить эти системы. Также в современных кондиционерах присутствуют всевозможные датчики, возможно, и эти провода придется прокладывать. И видим, что до штукатурки мы можем использовать кладочные швы для облегчения штробления под трубы. Так мы менее насилуем инструмент. Не у всех есть штроборезы, у меня вот лично нету. Не забываем про грунтовку стен. Стены, на которые закреплена штукатурная сетка, грунтовать предпочитаю после монтажа этой сетки, так как в процессе монтажа очень много пыли. Естественно, валиком уже не получится, и грунтуем вот таким огородным опрыскивателем. Итак, друзья, самая главная работа, самая главная, которую необходимо сделать до штукатурки, это составление исполнительной схемы. На эту тему редко увидишь видео ни в интернете, ни по телевидению.
То есть это головная боль владельца помещений. Составление исполнительной схемы вот для 2 помещений где-то заняло около 2 часов. И никто из строителей вам, конечно же, за так это делать не будет. Так что постарайтесь сделать так, чтобы у вас появилась эта схема. Можно, конечно, фотографировать, но желательно с размерами подробная, так как при банальном даже монтаже плинтуса, то есть вам захочется посмотреть, где провод. А несмотря уже на монтаж таких сложных конструкций, как кухни, ванны, сантехника, мебель, все монтажники просят сразу информацию, где трубы, где провода и прочие коммуникации. Друзья, вот этими руками, из-за отсутствия вот этих исполнительных схем, я неоднократно пробивал системы коммуникаций. Друзья, не забывайте, что после штукатурки от этих размеров, которые вы указываете, надо будет отнимать 1,5-2 сантиметра в зависимости от слоя. И еще что я вам хотел сказать. Если на каких-то стенах коммуникации слишком сильно навороченные, составляйте на эти схемы, на эти стены отдельные схемы, подробные, с размерами. После проведения стяжки и монтажа потолков на эти схемы останется добавить высоту пола и высоту, на которую опускается потолок. Все. Надеюсь, видео было содержательным и поможет вам в вашем труде.